привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Gmail в Google таблицы. Это нужно, чтобы удобно хранить данные о новых заказах в одном месте. Например, в Google таблицах вести учет новых данных по заказам из Gmail. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных – Gmail. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые письма». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Gmail к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Укажите папку вашей почты, из которой будет происходить выгрузка писем. Если вы хотите получать уведомления от определенного адресата или по определенной теме, то на этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одному из ваших писем. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных Gmail успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Теперь необходимо указать действие «Добавить строку». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать файл и лист Google таблицы, на который вы будете передавать данные из Gmail. После выбора у вас отобразятся колонки Google таблицы. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в поле и выбрать ее из выпадающего списка. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». Переходим в Google таблицу и проверяем результат. В результате мы видим, что данные по заказу из письма сформированы в одной колонке. Для того, чтобы необходимые данные передавались каждый в свою колонку Google таблиц, необходимо создать еще один блок «Форматирование». Для удобства продублируем вкладку с тестовыми данными из письма в источнике данных, для того, чтобы видеть, какие данные мы будем форматировать. В основной вкладке создаем блок форматирования. Выбираем переменную со значением «Тело письма. Текст». Выбираем действие «Вырезать от и до». В поле «От символов» прописываем имя с двоеточием. В поле «До символов» прописываем фамилия с двоеточием. Выбираем тип «Не включать указанные символы». Такое исправление данных необходимо проделать со всеми данными из письма, чтобы каждое из значений создавалось в отдельной переменной. Далее кликаем «Продолжить настройку». На этом этапе вы видите результат преобразования при помощи форматирования. Создаем еще один блок «Форматирование». Выбираем такую же переменную со значением «Тело письма. Текст». Выбираем действие «Вырезать от и до».
поле от символов прописываем фамилия с двоеточием. В поле до символов прописываем телефон с двоеточием. Выбираем тип «Не включать указанные символы». Эти настройки необходимо создать в каждом последующем блоке форматирования. Далее кликаем «Продолжить настройку». Создаем еще один блок форматирования для переменных «Телефон с двоеточием», «Наименование с двоеточием». Создаем еще один блок форматирования для переменных наименование с двоеточием, количество с двоеточием. Создаем еще один блок форматирования для переменных количество с двоеточием, цена с двоеточием. Создаем еще один блок форматирования для переменных цена с двоеточием, сумма с двоеточием. Создаем еще один блок форматирования для переменной сумма с двоеточием. Поле до символов оставляем пустым. Выбираем тип «Не включать указанные символы». Обратите внимание, блок форматирования создает новую переменную, в которой уже присутствуют изменения. Для того, чтобы эти настройки вступили в силу, необходимо перейти в настройки Google Sheets, удалить ранее назначенные переменные и вместо них назначить переменные, которые были созданы при помощи блоков форматирования. После того, как вы изменили переменные на новые, кликаем «Продолжить». Теперь попробуем отправить тестовые данные повторно. После успешной отправки переходим в Google таблицы и проверяем результат. Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!